помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрали. Пубертат увидел мир. Вот по Новоирпенской трассе спускаемся вниз. Это тот самый мост. Тот самый... Ебать, тачка вверх ногами лежит. Друзья, доброе утро, мы находимся в Ирпене, вот, с Александром Преподобным, нашим любимым, собрались поехать сегодня, мы хотим попасть в Бородянку, чтобы подогреть людей, помочь и посмотреть вообще ситуацию, как, что произошло, чуть-чуть подогреть, взяли еды там в машине и поснимать, показать вам настоящую ситуацию именно от первого лица, что и как и вообще. Всем привет! Димон, покажи кладбище автомобилей, высота в 3 этажа, абсолютно все сгоревшее здесь, просто гусеница от танков, все автомобили, которые сгорели, гражданские. Короче, я думаю, что сегодняшний день всех удивит зрителей вашего влога. Погнали! Просто жестяк, сколько всего. Вот следы от артиллерийского снаряда, советскую буханочку прошило насквозь в 10 местах. Вот так вот выглядит прямое попадание в жилой дом. Хлоп, и пробило стену, и людям в квартиру прилетела вражеская пуля. Что такое? Вешка. Смотрите. Вешки. Смотри, танк прямо на дороге разваленный. БМПшка. Разваленная БМПшка. Непонятно, наша, не наша. Не, вражеская, сгоревшая. Все, друзья, подъезжаем к Бородянке. Дальше, вон, смотрите, уже виден город. Сейчас подъедем, людей чуть-чуть подогреем. Посмотрим, кому что можно будет помочь. И посмотрим, собственно, своими глазами, что произошло на самом деле. Как там вообще дома эти поживают. Но вижу уже отсюда, что там начинается трэш и ужас, капец. Сейчас мы вам покажем, во что превратилась Бородянка. Мирный до некогда город еще. Мы заезжаем в Бородянку. Это поселок в Киевской области. Первые упоминания об этом населенном пункте датируются 1200 годом. Этому городку уже 800 лет. До начала войны в Бородянке жило 13 тысяч человек. С первых дней войны поселок захватили российские оккупанты. Бородянка была почти полностью уничтожена дальнобойным орудием и авиационными ударами. Поселок находился под контролем русских собакосвиней на протяжении месяца, но 1 апреля 2022 года украинские войска освободили Бородянку. Розкажіть, будь ласка, як вас звуть і як ви вперше зустріли російських солдат? Хто їх зустрічав? Ну, я маю на увазі, як вони попали. Перші 2 дні вони їхали танків спокійно по Бородянці. А потім на 3-й день, по-моєму, почали бомбити. Оці вертольоти такі здоровенні почали літати і почали бомбити. Ми утекли туди далі, а чоловік залишився вдома. І це коли він залишився вдома, оце таке сталося. Це все зорвалося, все полетіло. Йшли, я вам скажу, колона коли йшла, звідти сторони Іванка, йшли вони в сторону Макарова. І машини, і танки, танки, там БТРи, около 200 штук я насчитав усієї техніки. Ворожої? Ворожої, так. Да. Ну вони їхали, коли йдуть по центральній вулиці їхали, танк переді йде, стріляє, зразу вони на ходу стріляють і по сторонах з БМП стріляли, щоб... Ви маєте на увазі, що і по жилим кварталам, по будинкам? По всьому, щоб не було ніяким пом'як їх не було, щоб їм свободна зона була, проєкт була. Коли пройшли, то не можна було пройти, хоч дорогу проскочити. І то це було опасно, могли пристрелити. А потім перейшли вони, дійшло діло до вечора. Це було время 9 годин 20 хвилин, запам'ятав. Самоліти йшли зі сторони оттуда.
Ну, може, з Білорусі, откуда навіть. Самоліт іде один. Не самоліт, не вертольот, а самоліт летить. Він пускає, ракети він пускає по домах, а потім ракета взривається дом, а потім він переходить на зв'язкову швидкість, скорость перейде, більше 1200 км в годину, самі казали, і вікна вилітають, все рушиться. Скажіть, а ви де знаходились увесь час? Ви десь в підвалі сиділи? Я зразу був у хаті, а потім, коли після першого взриву, я пішов вже у підвал заховався, у погреб заховався. Погребі? В собі. Да. А потім, вже коли був другий взрив, це мене залишився шрам. Це в хаті мене він, плафон розірвався у хаті і стеклом це мені порізало. Я зразу бігом у погреб заховався. І воно потім і прикратилося. Бачу, тоді я вийшов вже на двір, бачу, вже дома горять, у сусідський дом, хата згоріла там рядом. А ми живемо тут, ми там не були в центрі, ми оце тільки тут були. От. І ходили по домам, забирали все, що можна. Вибивали двері, навіть броніровані двері виставляли, ставили і забирали все. У кожного, хто був вдома, відкривали двері. А в кого немає, двері ламали. Все, що можна було. І грабили, що їм що хотілося. В основному плазмові телевізори грабили. Плазмові телевізори, ці комп'ютери забирали, і Урал грузили. І кого золото там було, цінні речі, то все грабежі проходило. Скажіть, а ваша оселя не постраждала? Ого. Криші немає в нас, вікон немає. І А ви в багатоповерхівці живете? у нас частний дом. І розвалилося сильно? Ну, криші, шифер зривався і вікна повибивало. І отоплення. І отоплення, вода замерзла в опаленні. Скажіть, а що б ви сказали Путіну та росіянській армії? Путіну, я скажу, що це терорист номер 2 після Осами Бен Ладена, який знищив багато тисяч населення. Абхазію, Северну Осетію, Молдавію і Сирію пускали теж. Да. Я тепер напав на Україну. Здох до вечора. Щоб він здох до вечора, от що я скажу, той Путін. А Лукашенко? Ну, Лукашенко це його Це його Посіпака. такий сам, який дозволив з території Білорусі знайти сюди. танками йти. Із свободної зони через Чорнобильську зону вони зайшли сюди. Там же вона не охороняється, там одні пограничники, що там, десь, і свободно заїхали сюди вони. Когда седой вернется, мы устроим бум. Ебать дадим, что дыма. В том солнца стягиваются тени. Постепенно суетью зацифрованный пиздец. А ви коли були останній раз в квартирі? Чий? Да. Та ще до війни. До війни ще? Ну, звісно. А там драбини всі зруйновані, не можна піднятися через під'їзд ніяк взагалі? А вони розсел збоку. А, збоку. Этому человеку повезло. У него остались ноги, остались руки. У него сохранилась жизнь. Он лезет в квартиру своей жены, чтобы забрать документы и переносной телевизор, хотя во всем поселке уже давно нет электричества. Многие его соседи погибли. Тысячи мирных жителей Украины, ни в чем не повинных граждан, убили, изнасиловали, запытали. Путинские нелюди, без души, без чести. Показуй. Так, друзья, еда никому не нужна, сказали, давайте водку и сигареты. Взяли сигареты. Вот, взяли, раздадим, что все брать или кусочек Ну сначала? возьми половинку, сейчас будем ходить людям раздавать. Пойдем людям сигареты раздадим, может люди курить хотят. Будет в карман засуну. Раздадим людям. Елементарні речі треба. Слышиш? Скажіть, будь ласка, а перепрошую, а це ж був авіаудар, так? Оця історія, да? Это упало с самолета этот. А сколько здесь человек находилось в подвале, которые погибли? Знаете? Много, врать много. Потому что говорили, что 20 человек примерно. Нет, больше. Да? Пошли со спасателями пообщаемся. Так, двигаются спасатели. Дякую. Вот был целый дом, друзья. Упала авиабомба, а люди в подвале так и остались. Сейчас разгребают завалы, будут доставать людей. Все завалилось, жили люди. Дом просто развалился на 2 куска, вот видите. Распался, сейчас спасатели разбираются завалы. Смотрим, что дальше. Русский мир. Русский мир пришел.
освободителей. Что, Саш? Сказали, что 20 человек было под завалами. Сейчас идентифицируют. Точно непонятно пока кто. Вот. И вообще никого не нашли еще? Ну посмотри. Вот эти завалы. Это высота 3 этажей полностью завалена. И там внутри сидели люди в бомбоубежище. То есть это был прямой авиаудар. Раисянская армия целенаправленно производила авиаудары по жилым домам. Цель этого террора – поселить в людях массовый страх, отбить желание к сопротивлению и заставить нас сложить оружие. Но на деле все произошло как раз наоборот. Так, ребята, сзади за мной дом, который был цельный, теперь разделился напополам. Упала авиабомба, и в подвале сейчас, скорее всего, еще остались люди. Непонятно, живые, не живые. Сейчас спасатели делают все, чтобы попробовать добраться побыстрее до людей, чтобы их достать оттуда. Разбирают ребята по одному кирпичику, видите, потому что заминировано еще может быть. Все это очень сильно усложняет работу. Но делают все, что можно. Разбирают, помогают. Все сплотились и делают, как бы сейчас людям разбирают это все. Людское обличие, видишь, все пооткрывалось, квартиры опять пооткрывались, вся нагота открылась людская. Смотри, стиральная машинка на этаже зависла, или холодильник, или что это, вон на углу. Друзья, смотрите, кусок тупо чьей-то квартирной стены. И у кого-то вот эта вот плазма висела на стене. Плазму украли, скорее всего, остался только кронштейн. Стойка осталась от телека. На кухне у кого-то, это, скорее всего, кусок кухни, плитка. Был на кухне у кого-то телек. И в это время кто-то мог смотреть телевизор, когда произошел взрыв. Капец. Это же еда осталась у холодильников у людей. Все пооставалось. Панели перекрытия развалило, смотрите, полностью. Первые 2 этажа, даже 3, он заполнен этими упавшими панелями. А этот дом, эта половина полностью выгорела. Вот результат прихода армии освободителей. Убитые дети, поломанные жизни. Пропагандисты вовсю трубят, что это мы сами по себе бьем. С 91-го года мы жили прекрасно, мирно, в независимой свободной Украине. Никто никого не обижал. Но оказывается, что мы просто ждали, когда придут кремлевские собаки, чтобы наконец начать лупить друг друга. Гениально. Эта война – это последняя и самая большая ошибка Кремля. И очень скоро кровавая система сполна заплатит за это. Слушай, это осколки русского мира, потому что когда у людей нету возможности сделать что-то хорошо, вот видишь, они просто разрушают. Прямое попадание с неба. Вот люди рассказывают, что в конце февраля, в начале марта было попадание, и 20 человек лежат под завалами. Сегодня одно тело достали. Но на самом деле, сколько человек там до конца неизвестно. То есть это вот в 3-й день, как идут разборы всего этого бетона, мусора, и находят там людей. И сколько тут таких домов? 9 домов, которое было прямое попадание с неба. Авиабомб именно. Авиабомб, да. Пожурився Тарас Шевченко у нас. Дуже пожурився. Ну, думаю, от придурки які денацифікували. Осколок на туда прилип небольшой. Что там? Осколок? Все, ты растер его по всему лесу, теперь ты как терминатор. Все очевидцы говорят в один голос одно, что происходило в первую очередь беспощадное и тотальное мародерство. И вот мы сколько идем, сколько ездим, все магазины, ларьки, заправки, везде высажены окна, везде разграблено все целиком, пустые витрины, оставшиеся перевернутые, и в многих местах нарисованы вот это буквы ЗЮ, ВЮ, и вот эти каракули, которые они рисуют, а после себя оставляют исключительно
Вот такое хамское и скотское ничтожество. Живу я на хуторе. У вас там были боевые действия? Ну, возле меня не было, но мимо меня проходила колонна танков. Русских, да? Да, ну не русские, а тагировцы были. Кадыровцы? Да. И как, вы в погребе сидели все время или как? У меня нету погреба, я нигде не прятался. Зачем? Тут страха, ничего такого не было? А какой страх? 2 войны за спиной, какой страх? Вы воевали, да? Да, Абхазия, Осетия. Чеченцы это те, которых я знаю, что они из себя представляют. А ну как-то подготавливались вы, ну вы когда видели, что это все происходит? Какие мысли вас посещали? Ну, если я расскажу за свои мысли и то, что я делал, это уже будет неинтересно, потому что, как бы это сказать, я был подрывником, а подрывать нечем. Поэтому мне в голову пришла другая мысль. Я ее сделал, и она сработала очень даже хорошо. 14 человек на моем счету, нормально, кадыровцев, так что все хорошо. Это в каком году было? Да вот, только вот. А, сейчас, да? Да. А, вот, так активные действия предпринимаете. Ну, кому что подходит. Что скажете вообще про Путина и про текущую ситуацию? Гитлер номер 2. Что думаете, чем это закончится все? Чем закончится, что это не последний подарок. От этого идиота можно ожидать все, что угодно. Ну что, думаете, мы его не раздушим? Кто, мы? Да. Что, раздушим, только же не все мы. Не все мы. Раздушим, но не все мы. Ну, в общем, раздушим. Раздушим, однозначно. То есть у вас бодрый настрой? Если я отмотал вот на этом велосипеде, отмотал больше 3000 километров, вот, возил корм собакам, возил корм козам, кормил людей, которых побросали дети, и которые 2 старика мои одногодки по 66 лет сидели это самое дома без куска хлеба, без ничего. Я им возил кушать, женщина готовила, а я развозил им кушать. А какие-то истории жуткие вы были свидетелем вот за этот месяц? Там террор, грабежи? Грабежов хватало навалом. Как его, грабили дома, грабили все, вытаскивали, грузили на танки. Ну, у вас в хуторе более спокойно, да, было? Так у нас там живет 5 человек. У вас там огород, да? Нет, у меня козья ферма. Делаете молочку? Да, я делаю молочку. Я, когда не было войны, я кормил 29 детей в приюте. Вот. Я своими мозгами дошел до того, чтобы приготовить отравленную брынзу на крысином яде и угощать этих, как его, чеченцев. Да? Вот. Да, да. А он как, через время действует? Что? Яд этот через какое время? Я не знаю. Я наготовил, а как он там действовал, я не знаю. Вот. И все. Так что это до меня дошло такое, понимаешь, что у меня нашлась, это бы я крыс там травил, и у меня была эта отрава крысиная. Ну, вот. И я наготовил. Однозначно, система забыла жителей подземного мира. В бетонных коконах, как в тирах, опасные игры, грязные мысли, разврат, нищета и разруха. Кровавые реки размоют блеф и прочие слухи. Я слышал эти стоны, тут споры с законом. Котик. Муркотик хороший. Урал распитый. Марки Урал. Ты посмотри, как она пулями изрешеченная. Глянь, как решето, сито. Прикинь, а каждая пуля столько стоит. Глянь, дырки. Капец, сталюка, да? Посмотрите, мало того, что листовое железо покорежено, так и целую несущую раму как посекло. И, кстати, я заметил, металл очень быстро ржавеет после... Окисляется, происходит процесс окисления на воздухе, выходит воздух, как бы, и СО2, типа, оно окисляется. В металле я знаю все. Может быть, заминирован.
Может быть заминирован, но мы обнаружили жрачку армии России. Да нет, тут видно, что все нормально. Вот. Он выпался, да. Вот это паскуды жрали с этих коробочек. Годило. Фу! Зацените, шло сражение на этой улице и покоцанные все гражданские машины. Я вот сейчас отойду там до горизонта. О, вон и танк стоит. Вот, сейчас подойдем, хотели танки как раз. Куча техники, то есть они фигачили гражданские машины. Все обычные жигулики здесь стоят покоцанные. Какой красивый европейский город был. Смотрите, только газоны сделали, травку, покрошили вот это вот, ну, тырсу такую на травичку. Все, сделали, смотри, осветители диодные. Все как сделали европейское, как у людей. И пришел русский мир и освободил нас от красоты. Ужас, ужас. Смотрите, пацаки, мы нашли шлемофон вкатанный в асфальт, гляньте. Вот, вынимаю на ваших глазах. От танкиста. Там дальше стоит танк, сейчас покажем вам. Гляньте, может быть там где-то глубже под землей лежит его голова. На овечьем меху. Будем забирать? Да не, я думаю, что не надо. Нужно осматривать все очень аккуратно, потому что, во-первых, заминировано, может быть, многие вещи, а во-вторых, что вот в этом выгоревшем месиве могут запросто лежать не разорвавшиеся снаряды, которые от малейшего прикосновения или колебания могут сдетонировать. Об этом всех предупреждают в первую очередь. Я не знаю, это военная машина была или какая-то просто рабочая, но здесь, видите, наложен инструмент. Это от бензопилы, под плоскогубцы, какие-то стаканчики. В общем, пластик выгорел, остались только металлические предметы. Откровенно военного я здесь ничего не вижу, но по машине непонятно. Кто в моделях машин разбирается, определите, это военное было что-то или гражданское? Не, ну 100% военное. Это что-то лютое. Как думаете, заминированы часы или нет? Есть растяжка внутри или нет? Да не внутри, вот веревка приматана, игрушки заминированные есть. А, узкая форма, гляньте. Наехали на нее КамАЗом, видите? Заживала, штанишки или что-то было. Куртка, скорее всего. Вот это что? Это горелка какая, строительная, да, что-то? Мы тут нашли, тут целый танк остался. Давай глянем, что это за модель. Кто разбирается, напишите. Вон буква В. Это В, вонь. Вонь. Специальная модель. Да, говорить Ивано-Франкивск, вонь. На самом деле нам повезло, потому что я думаю день-два и эту всю технику уберут. Вот, смотри, это центральная улица Бородянки, вот там 2 девятиэтажки, которые полностью разрушены. И вот все усеяно коммунальной техникой, Уралом, где вы показывали кухню эту военную. Так что я думаю, еще день-два, и вот этого всего не будет. Так что это эксклюзив. Да, скорее всего, все позабирают, увезут. И мы успеем запечатлеть эту всю историю. Весь этот русский мир, что здесь натворил. Смотри, они залазили через такие дверки, получается? Да, БМП. Слышишь? Бронированная, как герма. Она, пацаки, очень толстая, тяжелая и бронированная. Это сталь сплошная, я думаю, она пустая. Как маленькая гермодверь. И вот там внутри находились все уже... Припасы валяются. Непонятно, куда делись солдаты. Но внутри выгорело все вот так вот. Чик, вспыхнула спичка и до побачення каріочі. Если это бачення, нема танка. Поливать здесь и поливать там. Не забывай, кто ты, смотри по сторонам. Одна дорога и 2 пути, и ты сам не туда свернул. Никого, кроме себя самого, не вини, поздно замаливай грехи. Друзья, еще одна разрушенная техника, полицейская машина и полностью разрушенный полицейский участок. Раньше мы как-то так скептически к полиции относились, а сейчас все полицейские с нами здороваются, жмут руку. И сейчас вместе стали все как один помогать людскому горю. Сколько полицейских, все дают как бы уважение, и мы друг другу даем уважение, помогаем друг другу, стараемся и вносим огромную благодарность сейчас полиции, что столько работы сейчас на их плечах. Обновится полицейский участок, и всех, кто будет плохо делать, очень быстро окажется в том полицейском участке. Очень быстро.
Чтобы кто не крал ничего, не ломал ничего и по людям и не мародерил. И не по квартирам не лазил, потому что на этой машине ее тоже обновим скоро. И отвезем туда в райучасток, и будете вы ай-яй-яй. Так что полиция тоже держитесь. Спасибо вам за вашу работу. Торба – это когда в побочках морда, на руках тромбы, на зубах пломбы. А что скажете вообще Путину и вот русской армии? Що я вам казати? Я желаю в тій Росії, щоб вони потерпіли таке, як ми потерпіли. Щоб кожен дом такий був у них. Сволочі, гады. Вот здесь повсюду валяется этот тухлый российский сухпайок. Я надеюсь, не заминировано. Может быть, что-то сохранилось. Показать. О, песик, хочешь понямать? То, что нямали то, что здесь эти мерзавцы. На, собачка, на. В коробочке там, вот, трошки мяска есть. Песик. У нас в машине есть корм, но машина далеко. Мы сейчас будем следующих зверей кормить. Хороший песик. Хороший, какой хороший. Це українська собака. Гарна українська собака. Так, песик, так, молодець. А, ну это пустые уже, они все пожрали и затусовали сюда. Здесь у них каша рисовая по-домашнему, галеты, какой-то был паштет, сыр плавленый. Ну, короче, такой набор чисто жранины. Кто в детский лагерь ездил еще в 90-х. Похожие очень давали. Доброго здоров'ячка. Доброго і вам. Взяли допомоги трошки. Бог дає і вам здоров'я. Що скажете про Путіна та путінську армію? Що він скот. От я скажу. Ну, що він оце таке наробив. І щоб там скільки було погиблі на тих дітей, то нам все. Доживати до 70 років, щоб це нічому бути. Не надо мне, пожалуйста. Здесь валяются ошметки вообще непонятно чего. Гляньте, металл покореженный, как будто пластиковая бутылка просто, которую на костер кинули. Если вот так металл корежит, то чего уж говорить про человеческое тело. Вот, они здесь затыгали все полностью. Вэшки и зетки. Она пишет под люка, что типа район мой. В6 это какие-то их, может быть, армейские обозначения. Зю и Вю. Так, друзья, мы сейчас зайдем в дом, нас заведет хозяин. Посмотрим, в каком состоянии здесь квартиры сохранились. Какой этаж у тебя? То есть здесь все, просто выгорело все? А мебель? А мебель? То есть это выгорело все? Посмотрите, друзья, нам хозяин говорит, что это была новая квартира после ремонта. То есть отсюда не выносили мебель, кровати, шкафы. Оно просто выгорело. Единственное, вот что осталось, это порцеляна. Гляньте, вот что осталось от кровати. Полностью голые стены. Капец, плазма лежит, смотри. Где? Да вот же. Это железка или что? Ну, плазма. Железка какая-то. Видите, осталось только железные элементы. Дерево, пластик, все выгорело. Вот стекло поплавилось. Вот это жесть, да? А? Тут капец, в Припяти такого нету. В Припяти хоть рамы пооставались, окна поставились, вообще ничего не осталось. Все выгорело к чертовой матери. Прикинь, тут стоял только шкаф выше твоего роста. И это все квартиры так вот просто опустели. И стенка проломалась. Жесть. Это жесть. Друзья, ванная комната чуть-чуть лучше сохранилась. Кстати, что касаемо плитки, все спрашивают, стоит ли укрываться в ванной комнате. Вот что происходит с плиткой во время удара. Сорян за качество съемки, у нас нету сегодня подсветки с собой, но вы видите, что вся плитка обвалилась полностью, только сохранилась кусочек стиральной машины, вот там душевая кабина. Ну, кстати, ванна сохранилась лучше всего. Это была, по всей видимости, кухня.
кстати, интересно, что держит температуру, вот это, как оно называется, порцеляна. Вот конкретно это, смотрите, вот такое стекло расплавилось, а вот эти штучки сохранились. Очень интересно, как оно работает. Вот такие плафончики, это, наверное, лампа, которая сверху была. Плитка холодильниковая, я не знаю, где холодильник взялся, может, его и не было. А, вот холодильник при входе. И хозяин квартиры сказал, что это была новая квартира только после ремонта. Вот холодильник. Здесь квартира чуть-чуть лучше сохранилась. То есть я не знаю, приходили сюда хозяева или нет, но здесь такой умеренный бардак. То есть представьте, вот тут вот мы видим мебель, диваны, в принципе жилую квартиру, а за соседней стенкой все выгорело в ноль. Вот здесь пустота, пепел. А вот здесь вполне себе сохранившаяся мебель. Это была, видать, детская комната. Вот так вот ехали русские танки по улице и просто стреляли в соседние дома, ну, чтобы, типа, запугать людей, забить людей поглубже, чтобы не было никакого сопротивления, чтобы никто не кидал коктейли Молотова, чтобы ничего такого не было. То есть вот такая была цель. Ехали по улице, сначала фигачили с танков, а потом, значит, начали кидать на город уже авиабомбы. Хороший котик какой. Какой хороший котик. Няу-няу-няу. Петрюшка, иди покормим. Только не все, ну, другим котам оставь. Ня, мой маленький. Ня, мой хороший котик. Боюсь, он перепуганный. Не бойся, масенький. Это домашние коты, которые пооставались бы, люди поуезжали. Видите, они не адаптированы к городу вообще. Вот этот серый, кто разбирается, напишите. Это же не уличный кот, это 100%. Сиамский кот. Это Я кот. разбираюсь. Какой? Сиамский породистый лесной. Пацаны, и в Киеве, и в области, сколько мы ездим, очень много породистых котов бедных, которых люди оставили, которые уехали. Посмотрите просто в глаза этому коту, и вы увидите все, через что он прошел. Друзья, здесь БТР заехал прямо в ангар. Непонятно, они здесь спрятались или что они хотели, но он выгорел дотла. Вражеская машина, заходим аккуратно, чтобы не наступить на снаряд или еще куда-то. Вот. Ты шо, смотри. Вот это лють. И непонятно, был кто-то внутри или не был, но если и был, то он испарился. Человек же испаряется за пару секунд в таких условиях. Прохожу аккуратно, чтобы ни на что не вступить. Вот так они припарковались. Мы, кстати, общались с местными жителями, и все в один голос говорят, что сейчас очень много наплодилось мародеров. После того, как русские уже ушли, очень много местных ханык промышляет тем, что не вот этот металл ворует, а лазит по разрушенным домам, по квартирам и ищет, что криво лежит. И сейчас пошла волна борьбы с местными мародерами, с квартирными. Этот металл тоже скоро найдет свое пристанище на приемке металла. Вот это, наверное, оптика. Саня говорит, что это система наводки для танка. Видите? В коробочке. Но уже вряд ли оно пойдет в какое-то использование. Ну смотри, вот по сравнению с Ирпенем, Бучей и Гостомелем, где мы были до этого, тут именно основные разрушения от авиаударов.
То есть мы едем, смотри, дома, ну, по сути, не сильно разбиты. И там, помнишь, в Гастомеле все ворота открыты были, полностью прорваны. То есть туда въезжали танками, БМП, разрывали, грабили. А здесь спокойно, здесь не трогали. То есть, видимо, они здесь просто, ну, вообще ебались на всю голову и просто сбрасывали авиабомбы вообще куда ни попадя и разбивали дома. Мы тогда на днях будем проезжать еще и закинем вам еще, что это, в течение недели. Так вы тут все время были? Да. Я не выезжала. А вы видели именно русских военных? Русских? Ну, вражеских. Солдат. Они в квартиру ко мне вошли. А вы дома были? Да. Они ворвались и начали двери выбивать. И с автоматом. А я говорю, ребята, прикрылась покрывалом, говорю, ну, давайте как-то мирно все обойдется. Потому что он застрелит людей, сразу убивает. А я говорю, я уже старый пожилой чоловік, хочеться трохи пожити ще. От. Він походив по квартирах, походив, ну, конечно, автоматом він снимал покрывало, ну, как всегда. Шмон делали? Да. Туалет нам разбили. Просто так разбили? Горшка немає. А зачем разбили? Вот так разбили, да и все. Канализация полностью вся забитая там. А так они ж мародерили, с квартир забирали какие-то ценности? Я их просила, чтобы ничего не брали, потому что, видите, ну, как, ну что мне возьмешь? 100 одежек и все рванье. И... Ага. А как, вежливо вели себя или как? Молча. Все молча. Ничего не говорили вообще? А кто был, чеченцы или кто? Трудно было разобрать, потому что они в шлемах, и они же маски одевают. А, непонятно вообще. Так что... А что тут с местным населением? Какой-то террор происходил? Ну, то, что вы сами видели. О боже, тут кто погиб? Все было внезапно, понимаете? Это все внезапно. Вот так, ночью спишь, и ночью... Ну, нормально же вечером, все было нормально. Ночью начинает вот так вот летит, и мы не можем понять, кто, что он, как, откуда. И вот это стреляет и стреляет с неба все. Это не с танка, а с неба все было. Угу. Страшно было, страшно. А что можете сказать вообще Путину и его армии освободителей в кавычках? Ой, хотелось, чтобы все мирно, все, ну, разошлись все. Украина себе, Россия себе. Упал телефон, позбывалось все. Выставите свое время, пожалуйста. Время сейчас глянем, сейчас сделаем. Чтобы все было мирно. Мы друг друга любим, как Бог велел. Понимаете, так что хотелось, чтобы было мир. На море, чтобы поехали, что-то на огород вышли, покопали, назад, чтобы вернулось. Чтобы тихо было, спокойно. Мир вашему дому и духу твоему. А что можете сказать Путину и русским войскам? Вот от себя. Я не знаю. Я родився в Совєтському Союзі. Мене брат аж на Сахаліні похований. Мені з ними ділити практично нічого. Я не знаю, для кого ця війна нужна, для чого вона нужна. И что она дает, эта война? Для кого она дает? Очень много вот таких машин варварски распотрошенных. То есть их то ли останавливали, то ли как-то шмонали, выпотрашивали полностью все, что находилось внутри. Даже здесь уже колеса поснимали. И вот здесь идет полоса частных секторов. И каждая хата вскрыта. У всех ворота развалины. В каждый дом, видать, заходили. Все полностью здесь разбомблено. Вот так вот личные вещи людей просто оказались зажаты между глыбами бетона. А где-то там снизу еще и люди находятся. Характерная черта такого маленького городка, что здесь большое количество местного населения ездит на велосипедах. И вот во что превратился велосипед, оказавшийся под завалами. Здесь... это здесь даже два велосипеда, они, видать, стояли на лестничной клетке вместе, парно. И вот представьте, что с ними произошло. Взрывом полностью съела секцию дома дверь магнитная с кодом, которая вела в подъезд. Но подъезда нет, видно следы от лестницы. Вот тут вон входы в этажи, а центральной части дома просто нет. Ее целиком съела взрывом. Осталась левая половинка и правая. И непонятно до сих пор, находятся ли люди под завалами. Повторюсь, в Бородянке было 9 больших авиаударов по жилым домам. Активно работает ДСНС, спасают, вытаскивают кого могут. Не всегда получается, но идет активная работа.
по спасению. Так вот, друзья, мы провели один день в реалиях настоящей самой войны, которая пришла в наш дом, в Украину, в наши города. Показали вам маленькую частичку этого горя, вот этих вот разрушений людских, то, что произошло и то, что принес нам сейчас русский мир. Вы сейчас увидели, а сколько еще разных городов, сколько всего. Мариуполь, Чернигов, Харьков, сколько всего разрушенного. Сколько всего еще разрушают и бомбят. Я надеюсь, этот ролик кому-то станет уроком, кого-то, может быть, зацепит, кто-то, может быть, посмотрел из русских этот ролик, поменяет какое-то свое мнение, что-то в голове, может быть, у кого-то перекрутится. Так что, друзья, вот так вот. А Украина продолжает жить и будет продолжать жить. Будет продолжать жить. Мы отстроим все, друзья. Будет все красиво и все хорошо в нашей жизни. Только если на канал подпишутся. Да, друзья, подписывайтесь на Александра Преподобного, на канал. И... Да, друзья, заходите. Я снимаю регулярное интервью интересное. Вот Сус оставит ссылочку в описании или где-нибудь. Да. Вы увидите. А всем остальным, друзья, всем мирного неба над головой и хорошего дня. Ребята, не надо нас ни от чего спасать. Мы и так хорошо живем, мы все отстроим, и все будет Украина. Так что, друзья, кто сейчас под обстрелами, наши братья украинцы, держитесь. Все будет хорошо, все будет Украина. Все будет классно. Отстроим города и будем жить как нормальная страна. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава Украине! Героям слава!